там сейчас внизу, я такой вообще, блин, видел только раньше где-то или во сне, или в компьютерных играх. Все заснежено. Всего 8 часов от Москвы, а уже как на другую планету прилетаешь. Здесь начинается не только Россия, здесь начинается еще и большая азиатская поездка версии 2.0 канала ЮрТВ. С деревни в Москву-то приехал, никогда такого не видел. Столик все не помещается. Ну вот и прибыл я на вокзал Казанской. И сейчас поеду в аэропорт Шереметьево, дабы полететь на Камчатку, на край земли, на край России. Вообще я там никогда не бывал, а теперь-то побываю. Так, вот тут уже все собираются. Наш электровоз. Электровоз, походу, не менялся. По-моему, там только бригада менялась, наверное, в Ростове. Короче, канаем на МЦДшечку, наверное. МЦДшечку, МЦКшечку обкатаем. Я даже не знаю, что это такое, ну не знал, точнее, сейчас знаю. Так, вид на наш поезд. Короче, погнали. Так, ну вот, прошел я внутрь Казанского. Сейчас выходим в город. То есть я проходил, блин, досмотр только ради того, чтобы выйти в город. А может быть, тут есть и другой выход, хрен знает. Так, 3 вокзала, Комсомольская площадь. Сказывают, что Ленинградский на реконструкции, но походу мне он и нужен. То есть там либо есть автобусы, экспрессы от станции Ховрина, либо можно пересесть на МЦК и потом на Аэроэкспресс. Так что мне сейчас надо в сторону Ленинградского идти, пока ливень не начался, но, по-моему, его и не будет, будет просто моросящий дождь, я так надеюсь. Вот Ленинградский на реконструкции, но, по-моему, с него мне надо ехать, вот на МЦД. Везде тут стройка, как-то сейчас некрасиво. Я хотел приехать посмотреть, как похорошела Москва, но пока не похорошела. Так, ну вот она, МЦД, ласточка обычная. Я видел там вот поезда другие с казанского-то направления. А тут получается вот написано МЦД и обычная ласточка. Мне сказали, что я до станции Лихоборы доеду. А как оно не открывается здесь, что ли? Мне нужно до станции Лихоборы. Зеленоград, Крюково. Вот такая вот ласточка. Просто банковскую карту там приложил, карту МИР на турникете, и прошел. Сейчас до станции Лихоборы надо доехать. Дальше я там пересяду. Вот оплата 74 рубля. Спишется у меня что-то дальше или не спишется, или будет бесплатная пересадка. Ну, в общем, затестим. Мне там написали вон МЦД затестить. Ну, пока я отличия от обычных ласточек не вижу, ну, кроме того, как тут сиденье расположено. Вот так вот все по-обычному. Сколько ехать, не знаю. Там Яндекс.Карта что-то криво показывают. То есть они показывают другой маршрут, не такой, какой мне надо. Пришлось вот у охранников поспрашивать. Я и могу в субботу, наверное, сам. И довериться им, что я на ласточке доеду до станции Лихоборы. Думаю, да. И вообще там Ленинградский вокзал на реконструкции. Тут проход, конечно, какой-то кривой сюда был. Много миллионов с собой вожу. Так, проехали Останкино. И я наконец-таки смог загрузить видос, который снимал в самом начале пути, еще в Сочи. Потому что тот вагон был вообще без связи. То есть мне даже дозвониться на обычный телефон не могли.
Не то, что там мобильный интернет. Вот я думал, вот такой вот поезд будет МЦД. А здесь, получается, на ленинградском направлении ласточки только ходят. Ну вот, объявили следующие лихоборы. Переход на МЦК, мне это и надо. В принципе, можно было и на обычном метро доехать. Но так интереснее. Поверху-то. Поезд следует до станции Зеленоград-Крюково. Вот что-то МЦД не впечатлило. Во, вот я вот на таком хотел прокатиться. Так такие-то тоже ходят. Или это с какой-то другой ветки, вот непонятно. Вот такой вот широкий переход на МЦК. Указатели везде есть. Я по карте даже не смотрю. Я везде на указатели иду. Вот карточку прикладываю, везде работает. Я охреневаю, что тут понастроили. Вот смотрите, вот там какие-то мосты, развязки тут. Еще это уже второй такой вот длинный переход. Там эскалаторы были. То есть реально вот пересадка как метро по переходам, только по надземным. Даже на улицу не выходишь. Прикольно сделали. Вот это походу вот эта станция. А там опять ласточки, блин. Что МЦК, что МЦД, все, ласточки попадаются. А на чем-то новеньком не покататься. Ну вот она, станция окружная. Мне вот на этот путь слева, как показывают указатели. Пойдем садиться. Я что-то такое слышал, что если кататься по кругу, это один круг будет где-то 90 минут. Вот это вот МЦК. Но не проверял еще. Говорят, еще есть какой-то БКЛ, то есть это какая-то подземная получается, кольцо построили. Когда я был, была только коричневая ветка, вот самое центральное кольцо, и все. Больше ничего не было. Часто понастроили до хрена. Велосипеды даже можно возить. Такая вот изогнутая платформа интересная. Здесь, наверное, часто ходят. Тут что почем? По 100 рублей водичка обычная для мажоров. Кофеек. Ну и решеточка, чтобы почувствовать себя уважаемым арестантом, как на зоне, на город смотреть. Так, вот что-то павербанк. Короче, вот видите, всякое там хавчик, питье, кофеек, телефон зарядить. Раздельный вон сбор мусора. Как оно на Москве-то, сколько инфраструктуры. Но станция такая же, только вдвойне строгая, потому что два забора аж. Все, идем на Аэроэкспресс. Тоже нужна станция окружная, но где Аэроэкспресс останавливается. А это другая окружная. Их много тут. Здесь вот тоже все в таких вот переходах. Вот эта вот станция, видимо, она и есть, которая мне нужна. Тоже на улицу не выходим, а переходим прямо вот внутри. Ну, какая метрошечка. Ну, не то, что это не метрошечка, переход, просто многие светильнички квадратные, прямоугольные точнее. Вот здесь такой зал с автоматами. Мне нужен Аэроэкспресс. Вот взял билет, стоит 650 рублей. Ну вот, попадаем на станцию. Сейчас посмотрим, когда там Аэроэкспресс. Я еще хочу там в Шереметьево, если время будет, затестить подземный туннель.
который идет с южного до северного терминала. У меня-то терминал северный, и поезда все вот эти Аэроэкспресс идут первым делом на северный терминал. Если время будет, можем вот этот подземный затестить. Так, а тут что, ничего не ходит? Рельсы ржавые, значит, с той стороны все будет. Ну, тут пока на электричке до Лобни ездят. Мой Аэроэкспресс в 19:55 будет. Ну, и где-то в 20 с чем-то я приеду. И будет у меня 1,5 часа до самолета. Так, а списалось у меня тут 74 рубля, как и изначально было. То есть, получается, бесплатно проехался по МЦК, бесплатная пересадка. Ну вот, двухэтажный Аэроэкспресс, но на таких я уже катался, бывало. А теперь везде останавливается. Раньше-то с вокзала шел, прям до аэропорта. Сейчас со всеми остановками. This train is for Sheremetyevo Airport terminals B and C. Вот она, атмосфера Аэроэкспресса. Задом поеду. Передом ехать много мест занято. Задом никто не хочет. Вот этот вот поезд до Б и С идет. То есть он до южных терминалов не идет. Там до южных вроде последние 18 с чем-то. Сейчас уже время 19:55. Не знаю, успеется этот поезд обкатать или не успеется, который подземный. В общем, могу не успеть, если буду туда-сюда кататься, поэтому может даже лучше и не рисковать, а сразу на самолет пойти. Там за час уже, ну, вроде заканчивается регистрация, а у меня будет полчаса, чтобы пойти, зарегистрироваться и сесть на самолет. Без покатушек до терминалов других. Ну что ж, уже, можно сказать, сегодня я окажусь на другом краю земли. Ну, завтра, точнее. Меня ждет бессонная ночь в самолете. 8 часов. Следующий Шереметьево. Вот все думают, что я полечу вот на этом самолете. Но я полечу на вот этом вот самолете. Уважаемые клиенты авиакомпании «Победа». Сейчас следующая остановка — аэропорт Шереметьево. Ну, поскольку до конца регистрации у меня где-то остается часа полтора, ну даже меньше, или час где-то так, то, пожалуй, я не рискну ехать в другой терминал ради обзора. Я сказал, что сейчас лето. Этот канал скоро будет закрыт. Зрители были очень рассержены и проклинали его, посылая к черту. Они громко жалуются на свою работу, но Юр, тебе отстой. Это потрясающе. Прошел целый год с тех пор, как я запустил свой канал. Это потрясающе. Прошел целый год с тех пор, как я запустил свой канал. Ну, я в эту сторону снимаю, аэропорт-то с другой стороны оказывается. Там вот аэропорт с той стороны. Аэроэкспресс прибывает на конечную станцию. Для прохода в терминалы вам необходимо пройти специальный досмотр. Пожалуйста, следуйте указателям. Dear passengers, we're now arriving Ну, at где все. Sheremetyevo Airport Там, видите, еще самолет такой, Аэрофлот стоит. А у меня как раз Аэрофлот. Ну, или его дочерняя какая-то компания. Я точно не разобрался Для еще. прохода через турникет Увидим сейчас все. просим вас заранее приготовить билет. Обратите внимание на штрих-код. Please take the shuttle to Terminal D. При выходе из поезда не забывайте свои вещи. Ну что,
Вот я и добрался до Шереметьево, до вылета 1,5 часа, все успевается. Вот так вот здесь Шереметьево красиво. В ту сторону С, сюда Б, мне Б надо. Сейчас выясним, откуда на Камчатку летают. Вообще так все современно, смотрите, там какая-то тачка стоит. Здесь тоже тачка, какая-то автовыставка, какие-то островки, как где-то, блин, какие-то прям, как в будущем где-то, нифига себе, я охреневаю просто. FIFA 2018, я на нее наступил случайно, потом испугался, что на что-то наступил. Бля, какие тут экраны. Вот этот, я как с деревни на Москву-то приехал, никогда такого не видел. Вон стюардессы всякие ходят. Все дорого, богато, красиво. Вот сейчас на табло посмотрим. Так, вот он мой, Петропавловск-Камчатский. Регистрация идет. Но все думают, что я полечу вот на том, который 2240 Владивосток. Вот это будет приколюха, когда я всем скажу, что не туда улетел. Смотрите, сколько магазинов. Короче, все, регистрацию прошел. Летим в Петропавловск-Камчатский впервые в жизни. Так далеко. Не разрешили ноутбук взять в багаж. Вот пришлось пакет попросить. Тут вот в одном из сувенирных дали пакет бесплатно. В нем ноутбук с пакетом хожу, как нищий, короче. Неудобно. Раньше у меня ноут всегда летал нормально. Сейчас говорят, нельзя павербанк, нельзя ноут в багаж сдавать, только вручную кладь. Вот такой вот билет. Вот 104 здесь. Вот мой выход, на него уже очередь, а я посижу. И место 41К, 41 код региона, К первая буква Камчатки, это самое такое удачное место у окна. А 41К у меня. Прямо направо. Спасибо. Здравствуйте. Так какой самолет-то огромный, как на Кубу лететь. Вот у меня 41К. Здесь уже по 2 места. Нормально тут. Кстати, это не Аэрофлот, а iFly. Как я говорил, дочерняя компания Аэрофлота. Вот у меня тут немножко задница не помещается. Я думал, тут вот 2 сиденья, где они поширше будут. Ну, все, посадка окончена, закрывают багажные полки, я поеду один. У меня вот место свободное. Знал бы, взял бы там где 3 места, тогда можно было вообще лечь, когда мы примем вертикальное, то есть горизонтальное положение. Вертикальное, надеюсь, что не примем. Allez, 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 allez vite. Avancez, ne ralentissez pas. Vas-y même si tu es triste et tout ira bien. Ils appellent à nouveau loin. Nous avons des kilomètres de route. Parfois c'est encore dommage. Ceux qui n'ont pas pu terminer leur voyage. Roi du monde entier, pour un mot il ira.
еда, даже бухло есть за платно, посмотря, что входит в стоимость. Еще одно важное замечание, что здесь вот ноги спокойно помещаются. Вот у меня место еще сколько. Все, шевеление началось, движение. Сейчас дадут что-нибудь. Вот я USB подключил, тут, оказывается, заряжаться можно. Вот, а вот с моей стороны не работает. То есть мне повезло, что соседа нет, а иначе мне бы не досталось USB. Подушечку надул, я буду отдыхать. Может быть, даже получится уснуть. Это не точно. Вот там пить дают, жрать пока не дают. Вот я взял сок и еще попросил водичку отдельно, потому что пить охота. Но там еще пепси наливают, спрайт, ну, российские аналоги этих напитков. Соки, лимонады и все такое на выбор. Да и вода можно с газом, можно без. Ну и спьем пока что водички. А с очком уже будем запивать, что там принесут из еды. Вон тут свет включается. Я уже и забыл, что такое есть. И вот на мой столик персонально. Не, ну посмотрите, сколько места для ног. Вот я сижу свободно, и вот еще сколько остается. Прям мне здесь нравится. Не то, что мы, блин, на Кубу-то летели, там без ног можно остаться было. А здесь-то вообще круто. Жрать дают. Я выбрал куриное тефтели с картофелем. Есть еще говядина с рисом на выбор. И здесь еще что-то такое, я даже не знаю. Ну вот куски хлеба, булочка. Это, видимо, что-то сладкое и какой-то салатик. Вот еще майонез нашел, еще тут масло и еще сыр. Сейчас все задегустируем. На столик все не помещается. Сок я уже выпил. Сначала напитки раздают, потом еду. А я привык-то, когда все вместе, я думаю, потом еще будут напитки. Но потом, может, еще будут отдельно. Вкусим. Нормально. С майонезом оно и вкусно. Вот это было вкусно. Там картошка, грибы, куриные котлеты, а это селедка, походу. Селедку как запись под водку, но водки нету, так что так схавал. Селедочку схавал, хоть и без водочки. Вот принесли кофе. Осталось только вот это вот что-то сладкое, ну и кусок хлеба, который намазать следует маслом и сыром. Так-то по вкусу это неплохо, но что-то я не наелся. Когда я вкусил вот этот хлеб с маслом и сыром, и вот это кофе испил, я просто как будто в детство вернулся, почувствовал вкус детского садика, там такое же все было. Ну, а вот это что-то сладкое, но я не знаю, как называется. Что сладкое и пористое, такое легкое. Ну все, единственное, что осталось нетронутым, это вот перец. Все остальное сожрано. Ну я бы еще чем-нибудь перекусил, что-то мне мало. Еще уронил вилку, пришлось второе доедать ножом по-суровому. Я думал, тут что-нибудь камчатское дадут, какой-нибудь лосось камчатский, краб. Может быть, икру красную или черную. Вот так по-скромненькому. Селедку дали, что-то рыбное уже окей. Что-то мне кажется, что становится светлее, хотя время московское 0:15. То есть 12:15. Мы же не могли так быстро на восток улететь. А там, где был закат, там теперь как будто рассвет. Такое ощущение. Почему-то с той стороны. Интересные вещи. То есть в Москве сейчас 12 ночи, в Камчатке 9 утра. А сколько здесь, вот где мы сейчас находимся, не знаю. То ли мы куда-то на север полетели, где белые ночи, то ли ничего непонятно. Вот тут можно посмотреть всякие передачи про путешествия, там, ну, фильмы всякие есть. Короче, много всего есть, но я выбрал себе вот про Камчатку, про Дальний Восток позырить. А так можно и разные фильмы. Не все, конечно, есть, но достаточно много. И смотрите, становится еще светлее. Хотя сейчас время полпервого ночи. То есть даже еще не час ночи, а уже светло. Там он вообще светло. То есть, походу, я рассвет-то не увижу. Закат и рассвет, это, походу, одно и то же, блин. Я уже не понял, когда день, когда ночь. Короче, вот так вот тут сделано, что вот этих вот телевизоров нету, вместо них заглушки, но есть Wi-Fi, что называется, сделай телевизор себе сам. Короче, со своим телевизором приходишь, и тут уже Показывают то, что в самолете по Wi-Fi локальному. Реально, мы что, через Северный полюс, что ли, летим? Это ж только на
быстро до востока долететь, чтобы завтра наступило. Да и вот там, где был закат, он там и остался, там из него просто стал рассвет происходить. Или это закат такой, хрен знает вообще. Ну, там тебе платное дают. А платное тут вот такое вот есть. Такая еда, такие вот напитки алкогольные. Все очень дорого. А есть и вот что-то типа магазовского, ну типа как супермаркета. В конце я видал доширак очень дорогой. Во. По 250 и по 300 рублей. Вот это я богато в поезде отобедал-то. Вот и такой журнальчик есть, можно заказывать, сразу же платить. Стало еще светлее и началась турбулентность. А время у нас 0:41 всего лишь по Москве. То есть мы всего лишь где-то часа 2-3, ну мы где-то вот 5-10 пятого, как бабка сейчас. Думаю, что туплю не выспавшись, короче. В 10:30 у нас где-то был взлет. Соответственно, летим мы, получается, всего лишь 2 часа. За 2 часа далеко на восток не уйти, значит мы ушли на север. Это и объясняет, что закат, он одновременно стал и рассветом. Или это даже не рассвет, и не закат, просто солнце там. И мы как-то летим через север. Другого объяснения нет. Внизу какие-то очертания водоема. Ну и земля видна. Что за водоем, непонятно. Да, еще даже не час ночи, а уже вон как светло. Но у нас прилет по Москве получается в 6:30 утра должно быть, когда мы долетим. Ну что, у нас в Москве час ночи почти, без 2 минут. А на Камчатке получается 10 утра, а у нас уже светло в самолете. Там он уже иллюминаторы шторками закрывает. Сейчас еще немножко потряхивало, была небольшая турбулентность, но уже прошла вроде. Хотя табло горит еще, значит, еще может потрясти. Тут и какие-то озера видны. Вон они. А что за озера, непонятно. Так-то мы, получается, летим навстречу солнцу, но я не пойму, как так быстро мы пролетели. Или как так быстро солнце пролетело через всю землю. Вот только что была ночь, по времени и так-то время час ночи. Ну вот. Час ночи ровно. Такая вот ночь. Короче, у меня сейчас такое ощущение чего-то непонятного. Вот вроде как садился в самолет, темнело. Как стемнело, мы взлетели. Как взлетели, сразу стало светлеть. То есть даже не стало еще больше темнеть, а сразу стало светло. То есть, получается, был день, и сейчас еще один день без ночи. Ночь была где-то продолжительностью 1 час, то не очень темная. Такие вот интересности. Вот так вот немного развалился, по-другому я не знаю, как расположиться, не получается. Надо было с 3 сиденьями брать. Хотя там бы, может быть, кто-то и был бы. А на 2 сидухах как-то не помещаются мои телеса. Попробую так поспать сейчас. Почти 2 часа ночи по Москве. Может быть, и получится.
посмотреть это на 3 недели раньше на Бусти, туда залетайте. Также донатствуйте, потому что у нас сейчас нету средств. Вы еще не забывайте подписываться на Телеграм и группу ВКонтакте, так что ссылочки в описании, все там найдете. Так, ну чё, где-то половина дороги уже позади. Время 2:21 по Москве. Уже совсем день. Что-то камера заляпалась, что ли. Я поспать попытался, ничего не получилось. Все неудобно. Не помещаются здесь мои телеса, даже если подлокотник поднимать, опускать, подушку как ни ставь. Все как-то неудобно. Все не так, как хотелось бы. Так что я решил уже часа 4 просто посидеть и уже и прилетим. Люди-то вон некоторые устроились на отдых. Тяжко, когда не спится. Долго сидеть тоже тяжко. Представьте, как вот в Китае там поезда есть, которые по несколько суток в сидячих вагонах ездят люди. Это недолго. Время 4 часа по Москве. Мы где-то в 300 километров на подлете к Якутску. У меня заработала немного навигация. Ну, если она не врет, конечно. Значит, мы сейчас над Якутией летим. По Москве 4 часа ночи. В Петропавловске-Камчатском 13 часов дня. Вот уже солнце светит в мои иллюминаторы с моей стороны. Так вот оно и едет. Пока даже не поспал ни разу. То музычку слушаю, то аудиокниги. Спать не получается, потому что не получается удобно устроиться. Я сидя спать не умею, так что вот телефон, развлечение. Главное, вот зарядка есть. Вот, вспоминаем якутскую поездочку. Прикиньте, всего 6 часов, и вот уже сейчас будет река Лена, по которой я путешествовал, куда я неделю добирался тоже в 2020 году. Сейчас, если по карте посмотреть, я посмотрел вот то, что я вот там видел за окном под утро, когда вот солнце только вставало. Это было похоже на что-то вот северное, то, что на севере, вот на Салехард, на Норильск, вот по карте если сравнить, по воде вот были похожие вещи, именно по водоемам. Здесь было темно, там было солнце в самом начале, значит там был запад, там восток, а мы летели в самом начале строго на север, и получается утра не было, было сначала получается как белая ночь, а потом сразу день. Поэтому я, получается, ночь пропустил в этой поездочке. Получается, до Камчатки на 9 часов больше. Мы летим 8,5 часов. И это время суммируется. А обратно я поеду на поезде. И особой разницы во времени не замечу. Я пропускаю часть времени, как бы, а там я наоборот больше проживаю в день с этих часов. Вот такие временные интересности. Потом я посмотрю подробнее, как этот самолет летел. Посмотрим, прав я был или нет. А вот та вот темная полоска воды, если видите, это с большой вероятностью река Лена. И что-то похожее на город, это, скорее всего, Якутск. Пролетаем. Если меня навигатор не врет. Больше тут ничего нет такого крупного из рек и городов. Так что вот посмотрим сверху, вспомним 20-й год и наш круиз по Лене. Как говорится, Уруй Айхал. Навигатор больше ничего не показал. Осталось лететь ровно 2 часа. Как из Москвы в Сочи. Вот сейчас объявили, что мы в Петропавловск-Камчатский прибудем 16 часов по местному времени. В Москве это будет 7 утра.
Пепси, а российский аналог. Короче, тут в самолете приемом пищи-то можно назвать и батончик один, и полноценный прием, какой был до этого. Формально получается 2 приема пищи. Там внизу волны Охотского моря. Объявили, что мы будем уже снижаться через 15 минут. Я уже собрался, уже готов выходить. По местному времени мы приедем не в 15:30, а в 16:00. И вот уже показалась Камчатская земля. Мы ее уже видим. Посмотрел по навигатору, да, действительно, мы сейчас пролетели над Охотским морем и над западным побережьем Камчатки. Но что-то вулканов не видно. Походу их на западном побережье нету. И нам еще доели за больше 300 километров. А я думал, тут Камчатка-то небольшая. Думал, раз в виде все, и прилетели. Тут еще минут 40 нам или 30. Но пока мы еще будем заходить на посадку. Вот там внизу что-то похожее на вулканы. Видно. Просто облаков много. И когда снег сверху лежит, то не сразу видно, не сразу заметишь. Но мы сейчас снижаемся довольно интенсивно. Их сейчас будет видно лучше. Да, это определенно снег внизу. А вот такие виды, то, что там сейчас внизу, я такое вообще, вообще видел только раньше где-то или во сне, или в компьютерных играх. Это такое. Еще и видно плохо-то пока что там. Еще снизимся, сейчас вообще будет знатно. Вот облачность, конечно, все портит, а так был бы вид, как на дорогой вертолетной экскурсии. Всего 8 часов от Москвы, а уже как на другую планету прилетаешь. Все ломали. Вот сейчас реально как во сне еще заходим в облако, трясет, турбулентность. Выходим из облака, ровненько летим. Сейчас мы этот слой облаков пройдем, и будет все внизу видно. Ну вот, мы уже пониже немного. Погода сказали плюс 25 в городе. Наш самолет готов к посадке. Просим вас убедиться, что все электронные устройства переведены в авиарежим или выключены. Ремень безопасности застегнут, спинка кресла в вертикальном положении, шторки на иллюминаторах открыты, столик убран. Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, the aircraft is ready for landing. Please ensure that all electronic devices are turned to a flight mode or switched off. Your seatbelt is fastened. Your seat is in the upright position. Your window blind is opened and the tray table is stowed. Thank you.
Разлетаю шаги между скал и снегами. Ты смотришь на меня молча, в глазах отражение вулканов и залива. Каждый вдох наполняет сердце солью и холодом, но я остаюсь, я слушаю ветер твой. Камчатка, я здесь дышу и говорю с тобой. Влажный пар поднимается выше, и мысли, как птицы, несет мимо рыжих лугов. Я иду туда, куда зовет твоя синь, не требуя обещаний, не задавая вопросов. Кто я, если не часть твоей мощи? Ты учишь терпеть и быть простым. Камчатка, я здесь дышу и говорю с тобой. В каждом остановке твоя тишина. Слышу, как следы стихии проходят между нами. Камчатка, я здесь дышу и говорю с тобой. Камчатка, я здесь дышу и говорю с тобой. Все, прибыли. Что-то вулканы были с другой стороны, похоже. Это мне чат GPT наврал. Чат GPT виноват, что я с этой стороны место взял. Ну или так погода сложилась сегодня. А вулканы с той стороны вот главные, так сказать, домашние, которые... И рассвет был с той стороны. Но все равно тут тоже были красивые виды-то, согласитесь. Так, ну вот мы и прибыли. Прибыли, главное, я ноут не забыл. Там на него кто-то чемодан свой поставил. Ждем, когда выход откроют. Все, вот он наш самолет. Тут, смотрите, какие космические какие-то вещи. И там тоже. Я думал, тут самолет прямо так с трапа будешь выходить на улицу. Вот какие круглые окна. Необычно так. Сейчас мой рюкзак сюда приедет, и я поеду поселяться. Да, аэропорт, конечно, космический тут. Все такое, знаете, футуристичное, как вот будущее себе представляли в Советском Союзе. Вот так выглядит все.
Еще и такие темные тона, уютные. Не как вот белое все во всех аэропортах-то. Смотрите, даже бар есть и магазинчики. Я думал, тут приезжаешь, и будка там какая-нибудь, и все. Тут нифига себе терминалы. Смотрите, как тут все оформлено красиво, как камни какие-то лунные, я не знаю, что. И какая лунная база. Этому аэропорту больше всего подходит вот название, как лунная база какая-то. Тут еще, смотрите, какие-то камни. И еще что-то строят. Еще круче, значит, будет. Тут еще зал какой. Это вход перед входом такой. А вот такой вход. Так все перекопано. В общем, здесь тоже, наверное, какая-то красота будет. Пока стройка. И тут везде тоже все перекопано. Хотя уже и так по красоте. 104-й автобус до города ходит. Вот его остановочка. И еще какой-то 102-й, что ли. Вот, короче, я запомнил, как поезда у нас из Сочи в Москву ходят. 102-й, 104-й. Тут автобусы до города с такими же номерами. А я хочу пешком дойти до скульптуры медведя, где там написано «Здесь начинается Россия». Вот там зафоткаться. Все сопки в облаках, в тумане, в дожде. Так, аэропорт остался позади. Прежде чем ехать на автобусе или на такси куда-либо, я хочу с медведями зафоткаться. Вот там вот должны быть вулканы, видно. Походу у меня все-таки был вид на вулканы, но ни хрена мы их не увидели, потому что все затянуто. Надеюсь, потом распогодится и мы посмотрим. Вон там интересно, что за вышки стоят. Блин, даже не верится, что на Камчатку приехал. Не видно никаких вулканов-то, потому что дождь. Поэтому и не верится, блин. Всего 8 часов от Москвы и уже на краю земли. Но пока это не очень-то заметно. Не, ну хотя вот там вот красивые эти сопки, как они тут называются. Налево Елизово, направо Петропавловск-Камчатский, а прямо Садовое кольцо. Походу прям до Москвы дорогу проложили. Вот это уровень. Здесь вот кто-то дрифтил, а это тот самый памятник, к которому мы шли. Короче, вот там вот должен быть вулкан, но его сейчас не видно. А эта медведица поймала рыбу и сейчас будет это кормить медвежонка. То есть композиция вот такая. Соответственно, вот подписано Камчатка. Здесь начинается Россия. Ну и это радостно, что я сюда наконец-таки доехал. Ну как наконец-таки, я всего 2 дня сюда ехал. Сначала на поезде, потом 8 часов на самолете. И вот я здесь, на Камчатке. Ура, товарищи! Надеюсь, контент снимем отсюда интересный. Короче, без вулкана и ладно, и с дождем. Ну, всякое бывает. Короче, здесь начинается не только Россия. Здесь начинается еще и большая азиатская поездка версии 2.0 канала ЮрТВ. Там он еще всякие указатели можно почитать. Но походу надо идти или на таксишку, или на автобус, потому что иначе можно вымахнуть. Блин, ну как так-то в первый день приезда вулкана нету? Как такое может быть? Это походу то, что в бесплатной подписке. А чтобы вулкан увидеть, это нужно платную подписку на Камчатку оформить. Тут пока так демо-версия. О, ух ты, как все далеко-то, ё-моё. Сочи, 7809 километров. А я только позавчера был там. Ну, с другой стороны, надпись Елизово. Пора зонт доставать. Хорошо, что я его взял. Эх, приехал, блин, я турист из Сочей. Как у нас, блин, приезжают вздыхи в Сочи, в любую погоду в море купаются. Так и я в любую погоду обозреваю. Так, вот я нашел остановку. Внутри воняет краской, снаружи капит. Поэтому надо что-то среднее из двух зол выбирать. В общем, где-то через минут 10 будет автобус, как в Яндексе написано, 104-й. И он меня довезет за час до города. Если его не будет, то вызову такси 10 раз дороже, наверное. Так, ну вот я сел на автобус. За 135 рублей сейчас доеду до центра Петропавловска-Камчатского. А такси показывает 1000 до того же места. Я вот дождался, сэкономил. Ехать час, показывает опять же тот же самый Яндекс. Посмотрим. Так, ну вот я уже до города доехал. Сейчас пару остановок и мне выходить. Так-то обычный город. Ну вот меня куда автобус привез. Нормально. Сейчас мне вот туда идти, там у меня хата будет. Вот теперь вот вулканы видно, вон они там. Где-то здесь я буду жить. Пойду искать свою хату. Там какие-то бараки деревянные. Походу в одном из них
Так, вот эти вот бараки мне не нужны, оказывается, мне нужны вот тот дом мне нужен. А то думал, в деревянном бараке жить буду. А нет, в нормальном доме-то. Царь во дворца. Ну что, зрители, посмотрите, какую хату я на Камчатке снял. Во, вон там вулкан. Опять его не видно, было видно. Сейчас вам покажу свои камчатские апартаменты. 5 ночей, 4 дня получается так. Ну 4 полных дня, потому что я сегодня уже поселился, уже все. Когда улетать тоже уже ничего не успеется. Ну вот такая кухня, значит, имеется. Кровать, даже шконкой не назовешь, довольно большая диванушка. Я манатки накидал. Самая приколюха в том, что есть на халяву только уксус. Открываем холодильник, тут уксус, больше ни хрена нету. Хотя сам холодильник огромный. Вот микроволновка есть. Тут тоже какая-то то ли соль, то ли сахар, то ли что. Тоже на халяву. Короче, жрать нечего. И тут я, блин, в деливерюшку захожу, там в Купер захожу, вообще ничего нету продуктового. Тут принято своими ногами, что ли, ходить в магаз. Вообще курьеров, что ли, нету, вот продуктовых-то именно. Вот такой ля сорти, стиралка есть, унитаз, полотенце вот, водичка работает. И ванная даже имеется. Такие вот для номера. Это получается как хата, апартаменты. Как хотите называйте. 3100 рублей в сутки. Вот так вот на островке нашел. Ай, хороша после самолета. Нравится. Только жрать-то нечего, надо идти за город жрать что-нибудь. Не знаю, как тут выживают без доставки жрачки. Ну, завтра Оля придет, я у нее спрошу, как она выживает. Окей, alright, буду сейчас раскладываться, отдыхать, ну и план составлять. Че, куда, когда. Короче, пошел я себе еду добывать и питье, а то даже пожрать, попить нечего, никакой доставки нету. Еще и сумка порвалась, короче, надо еще в хозяйственный магаз за этими застяжками зайти, за какими-нибудь карабинами. А на завтра экскурсию нашел крутой джип-тур, блин, за 17 тысяч. На вулкан, на источнике, телеса там, может, омоются. К вечеру там Оля приедет, Александр приедет, который вот у нас тоже на стримах бывал, нас повозит везде. Сегодня и завтра утром пока мест я сам по себе, потом уж у людей же тоже свои дела, я неожиданно ж приехал. А потом уже будет у нас развлекательная интертеймент-программа. Вот, я дошел какой-то продуктовый, смотрите, интересную конструкцию домов. Это вроде сделано от землетрясений. Такие вот, как сказать-то, вот эти вот выпирающие конструкции, продолговатые по бокам. Ну вот купил маленько там хлеба, колбаски, молочка, вафель. Ну чтоб так с голоду не помереть на сегодня, так похавать маленько. Ну от цен я подохренел, конечно, это больше 1000 вышло, я просто не знаю даже. Молочко, блин, которое вот я пью по 200, охренеть, я таких цен вообще не видел. Вот так оно тут на Камчатке, как тут вообще выживают, непонятно. Мало того, что доставки нет, еще и цены конские. Короче, разберем сумку, я вот так похватал, что под руку попало. И на 1500 вышло. Вот водичка, хлеб вот такой маленький, колбаска, морс вроде это называется, так, молочко. 200, сука, рублей, 208 даже стоит. И вафли. Ну и буена вот такая. Все, вот такой набор 1508 рублей. Просто охренеть какие цены. В номере лучше вообще кипяченую воду пить, она бесплатная. Это вот на экскурсии брать. Хотя от молочка тоже хочется иногда. Я его поэтому и купил даже задорого. Ну что, у нас почти 10 вечера, вулкан не видно. Я все дела вроде переделал, все на зарядку поставил. Вот там стоит, заряжается, там везде себе провода подсоединил. Вот кофту собрал, все, телеса мыл, переоделся, на завтрашнюю экскурсию собрался, манатки перебрал, тут вот еще кладовка какая есть большая. Осталось только пожрать, перекурить и спать. Вот мой первый ужин на Камчатке. Но я всю буханку не стал точить так, заморил червячка маленько. Все, курить и спать. А завтра новый интересный день. Я проснулся на станции Лиски в 10 утра по Москве. Это по Камчатке получается в 7 вечера того дня. Так что я не сплю уже больше суток. Посплю 8 часов и на экскурсию снова в бой, блин. Вообще насыщенная будет программа, так что оставайтесь, подписывайтесь. Хотя не отписывайтесь нахрен, потому что канал уже пиздец. Но эту поездку досмотрите до конца, будет интересно.
электричка, ласточка попалась. Не фирмовый МЦД, и на МЦК все так. В Шереметьево доехалась, как зналась. Ноутбук и павербанк надобно тащить в руках. Все подумали, что во Владивосток путь по воздуху примехонько лежит. Но Донацкий всех повергнул в лютый шок. На Камчатку неожиданно летит. Самолет не тот, как бы хотелось. Поломалась USB, телевизоров тут нет. Но Райдова все же долетелось. Жрать давали только раз, не кормили на обед. Все подумали, что во Владивосток путь по воздуху примехонько лежит. Но Донацкий всех подохнул в лютый шок. На Камчатку неожиданно летит. В аэропорт словно в космос подались. Там багаж свой получил ЮрТВ канала «Вождь». Но вулканы то не увидались. Низкой облачность была, и полил на землю дождь. Вы можете смотреть это на 3 недели раньше на Бусти, туда залетайте. Также донатствуйте, потому что у нас сейчас нету средств. Еще не забывайте подписываться на Телеграм и группу ВКонтакте, так что ссылочки в описании, все там найдете. Лечу к вулканам, лечу к медведям, пусть дорого, но это стоит. 1 рубль на билет, 1 000 000 на туры. Но разве можно цену ставить на восток? Крылья Аэрофлота меня несут домой. Диким землям, где рождаются легенды. Камчатка, я иду к тебе с пустым карманом, но с полным сердцем.